Приветствую, друзья! Сегодня мы рассмотрим эдакий скелетон из мира динамических внутриканальных наушников, модель Blon BL-A8. Никаких особых регалий здесь нет. Просто новая модель с нейтральным по характеру звуком и очень интересным дизайном. Звездой вечеринки они вас, наверное, не сделают, но любопытство окружающих точно вызовут. Собственно, поехали! Упаковка модели прежде всего знакомит нас непосредственно с самой моделью и подробным перечнем их технических характеристик. Кстати, нашел тут маленькое несоответствие. Оказывается, если перевести с китайского на английский фразу 32 Ома, то получается 16 Ом. Согласитесь, смешно. Чувствительность же у модели стабильная на всех языках и составляет 115 дБ на милливатт. В комплект нам положили небольшую такую инструкцию по эксплуатации, мешочек в полном смысле этого слова и 2 комплекта амбушюр разного диаметра отверстия. Из всего их многообразия лично мне подошли только большие с широким сердечником, но замеры мы снимем с каждой из этих версий. В ушах модель сидит просто отлично, звукоизоляция в норме, тут у меня вообще никаких вопросов нет. Кабель в целом выглядит неплохо, приятен на ощупь, почти не путается, но за счет уменьшенного размера штекера воспринимается как-то достаточно просто. До измерения его показали неоднозначные результаты. Так, общий канал имеет отличное сопротивление 0,111 Ом, а вот правый и левый каналы уже почему-то в 4 раза больше, 0,475 Ом. Не критично, конечно, но сами понимаете. Соединение с чашечками осуществляется на классических вилочных коннекторах 0,78 мм. Крепление плотно, с световой маркировкой, с заушинами с термоусадки, все по стандарту. Сами чашечки реально выглядят круто, да и по весу ощущаются. Но если присмотреться, большая их часть не более чем декорация. Сама звуковая капсула тут маленькая, и внутри у нее находится один динамический излучатель. С внутренней же части нам сделали все так красиво под золото, с выступом для удержания амбушюр и защитной металлической сеточкой на звуководе. Вот так вот, друзья, это все и выглядит. Измерения показали вполне стандартный по величине импульс, искажения в пиках, достигающие 0,3%, что очень круто, и какие-то совсем нездоровые расхождения между левым и правым каналом. Мне пришлось даже несколько раз переделать тест, сделать дополнительный с другими насадками, но нет, друзья, это расхождение непосредственно самих излучателей. На слух разница почти не ощущается, но мой внутренний эстет разочарован. Фаза логично следует за частотной характеристикой, а затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 70 и 100 миллисекунд. АЧХ же показывает подъем низких частот на 10 дБ, двойное выделение области разборчивости и пик на 9,5 кГц для усиления детализации. Вполне типовая кривая, никаких проблем здесь нет и быть не может, весь диапазон реализован достаточно корректно. По подаче ушки все-таки ближе к нейтральным, по крайней мере, лично я никакого дополнительного окраса здесь не ощущаю. Звучат они приятно, с хорошей массой на всем частотном диапазоне и небольшим движением вокала вперед. Бас тут акцентированный, глубокий, с неплохими текстурами и комфортными естественными тембрами. Серединка средняя по детализации, по крайней мере, сильно в микронюансы она не уходит, а вот с выразительностью, музыкальностью и проработкой всяких оттенков звукоизвлечения все в порядке. Верха чуть подсветили, отчего тяжелая музыка лично мне кажется немного ярковатой, смещая общий баланс в эту сторону. А вот старый добрый рок, этника и джаз звучат просто шикарно. Каждый инструмент имеет насыщенное сочное тело и способен в одиночку наполнить музыкальное пространство. На фоне героев обзора Tin Hi-Fi T5 кажутся намного детальнее, чуть темнее и воздушнее. Хотя те и те чистая динамика, но Tin Hi-Fi все-таки, как и обещали, добились какой-то околоарматурной прозрачности и скорости. Blon ставит привычную, уже проверенную временем классику. Оттого и любые сравнения с чисто арматурными или гибридными наушниками здесь совсем уж лишние. Blon BL-A8 дает нам то, за что обычно любят динамические наушники. Такое жирное, чуть теплое звучание, равномерное на всем частотном диапазоне. Да, с небольшим уклоном в сторону верха, но без ярких перекосов и грубых сочленений драйверов. Все ровненько, так и логично. Как, собственно, и должны звучать все хорошие наушники. Жонглируя комплектными амбушюрами, лично у меня сложилось ощущение правильной подачи лишь с парой с широким сердечником. Именно в них сцена была естественно широкой. Вторая же пара, которая с узким горлышком, ее сильно сужает.
Слушается это, конечно, интересно, но как-то немного странно. Да, и надолго меня не хватило, поменял насадки назад и прям выдохнул с облегчением. По источникам лично мне больше понравилось, как наушники звучат с музыкальным ЦАПом Audirect Atom 2 и европейцем Earman Eagle, но то больше вкусовое. Если вам по сердцу мониторность, то, например, связка с iBass DC03 или XDU XD05 Basic понравится намного больше. В этом плане ушки абсолютно непривередливы. Если источник будет слишком ярким и техничным, то ушки разбавят его своей массой и мелодичностью. А изначально музыкальный ЦАП или плеер, наоборот, окрасит сами ушки и добавит уже им эмоций. Очень понравилось, как наушники работают с акустическим басом, прям ощущаешь его присутствие. Женский вокал, небольшая яркость исключительно украшает, как и разнообразные вот эти вот отзвуки струн. Самые высокие частоты тут сильно отвели на задний план, чтобы успокоить и исключить какую-то излишнюю искристость. От каких-либо резких и неприятных звуков нас тоже грамотно оградили компенсационной ямой. Очень четко тут звучит, друзья, фортепиано в джазовом или таком полуэтническом исполнении, арфа, труба. Хотя не менее меня впечатлили электронные тембры команды Эмансипатор, кто знает, да. Вот для такой музыки Blond BLA8 буквально создан. И тяж, как я уже сказал, мне показался излишне ярким, но довольно мясным и плотным. Если на мой вкус, то я бы назвал ушки инструментальными с уклоном в естественность и натуральность. Для данной тематики ушки просто превосходные, как, впрочем, аналогичные звуковые пейзажи с присутствием мужского и женского вокала. Итогом, внутриканальные наушники Blond BLA8 строят нам насыщенные, нейтральные по окрасу, но довольно жирные образы. Такая правильная, добротная динамика с приятной живой подачей и очень удобной посадкой. В минусы занесу так себе кабель и расхождение между каналами. В плюсы просто отличный уровень искажений 0,3% на всем частотном диапазоне, что очень хорошо. Металлистам модель советовать не буду, а вот любителям спокойных жанров, в том числе и живой музыки, будет самое то. Цельное, мелодичное и очень натуральное звучание. Однозначно очень неплохие ушки в свою цену для тех, кто любит посочнее да пожирнее, но с сохранением всех нюансов воспроизведения. Действительно очень добрые ушки. Фанаты бренда точно оценят. Это были Blond BLA8. А на этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свое мнение под данным роликом.